Всем огромный привет! Вчера купила 4 сосновых планки размером 18 на 47 миллиметров и длиной 3 метра. И хочу сделать из них мольберт. Причем мольберт хочу сделать не такой облегченный, из 3 ног состоящий, а немного более основательный. Нашла себе образец, по которому я планирую делать мольберт. Поехала в магазин, посмотрела на него вживую и сфотографировала его со всех ракурсов, чтобы было проще работать. Единственное, что я не сделала, это не измерила размеры планок. Но я буду исходить из размеров моих планок. У меня 3 метра каждая планка, поэтому длина боковых планок мольберта у меня будет 1,50 м. Этой и вот этой. Средняя планка у меня будет 1,60 м, так как я хочу поместить размер холста максимальный 1,30 м. Длина упорной планки вот этой у меня, я думаю, уже сформируется по ходу работы. Расстояние между боковыми планками внизу будет 60 сантиметров. Длина полочки 51 сантиметр. В принципе, на первый взгляд, как я вижу, работа несложная. Единственное, что может вызвать затруднение, это вот эта прорезь в опорной стойке. Специальных инструментов, чтобы ее сделать красиво и правильно, у меня нет. Поэтому буду как-то приспосабливаться. Ну вот оставайтесь со мной, посмотрите, как я выкручусь из этого положения. Разрезаю планку пополам. Пилю вручную ножовкой по металлу, для того, чтобы был чище срез и не было бы сколов. Нижняя планка будет крепиться на расстоянии 30 сантиметров от пола. Боковые планки выкладываю под нужным мне углом и нахожу длину нижней горизонтальной планки. И длина нижней горизонтальной планки у меня получается 55 сантиметров. Верхнюю горизонтальную планку опускаю на 25 сантиметров. И ее длина составляет 39 сантиметров. Отрезаю планки длиной 55 и 39 сантиметров. Планка у меня не клеенная, из массива дерева, поэтому присутствуют по всей длине сучки. Поэтому планки вымеряю так, чтобы срез не попал на сучки. Чтобы избежать травмирования рук и неприятных тактильных ощущений, углы у планок я зачищаю. Также наждачкой прохожусь по всей поверхности планок. Прихватываю саморезами горизонтальные планки. Сосна дерево капризное, я думала, меня это не коснется, пронесет, но начала закручивать саморез, и саморез начал колоть планку на конце. Поэтому я предварительно просверлю дырки для саморезов. Засверливаю неглубокие отверстия для того, чтобы утопить шляпку самореза. И вот теперь идет все как по маслу. Планка остается целой и не раскалывается. Все те же операции провожу и для верхней планки. Прежде чем прикрутить планки окончательно, выравниваю мольберт по горизонту. А чтобы не сбить выставленный уровень, отмечаю контрольные линии. И фиксирую планки намертво вторыми саморезами. Сейчас уже дело движется быстро, уже по накатанной колее. Длина средненаправляющей, на которой будут крепиться подвижные полки для картины, высотой максимально 1,30 м, мы решили сделать 1,55 м. Нахожу середины горизонтальных планок, верхней и нижней, и выравниваю по ним центральную планку. Итак, длина нижней подвижной полки у меня будет 55 сантиметров, а полки, которая держит верх холста, будет 22 сантиметра. Опорная планка получилась у меня 1,24 сантиметра. Крепить опорную планку буду на завес. Завес будет располагаться сверху этой планки горизонтальной верхней. Таким вот образом он будет закреплен. А внизу опорная планка должна выйти на один уровень с боковыми планками. Для фиксирующих холст полочек верхней и нижней мне понадобятся планки длиной по 55 сантиметров 2 штуки, длиной по 22 сантиметра тоже 2 штуки и длиной 15 сантиметров тоже 2 штуки.
На планках длиной 15 сантиметров мне нужно будет сделать посередине выемку глубиной где-то 4-5 миллиметров. У меня в руках детали верхней передвижной полочки. Совмещаю их таким вот образом друг с другом. Отмечаю линию соприкосновения. Нахожу середину. Отмечаю ширину планки, откладываю от середины в одну сторону 2,4 сантиметра и во вторую сторону 2,4 сантиметра. От этих полученных точек от края отступаю по 2,5 сантиметра. Здесь буду делать отверстия для зажимных винтов. Нахожу середину планки длиной 15 сантиметров, это 7,5. Совмещаю с планкой 22 сантиметра середины. И просверливать буду две планки сразу вместе. Сверлю отверстие под мебельные винты диаметром 6 миллиметров. Собираю полочку при помощи двух саморезов. Дублирую отверстие на вторую прижимную планку. Планка это 15 сантиметров длиной. Переношу отверстие с зажимной планки на нижнюю полочку. 55. Нахожу середину. Совмещаю середины планок. Собираю полочку при помощи 4 саморезов. Ну и, конечно же, прежде чем вкрутить саморез, повторяю все действия по предотвращению раскалывания древесины. Засверливаю отверстие под саморез, а затем неглубокое отверстие под тай большего диаметра для шляпки самореза. В прижимных планках делаю выемки для движения по центральной направляющей. Выбираю древесину при помощи небольшой стамески. И так как выемка должна быть не глубокой, я ее делаю около 6 мм глубиной, то древесину откалываю небольшими кусочками, чтобы избежать больших сколов. Получился вот такой довольно-таки аккуратный результат. Довожу грубую неровную поверхность до гладкости наждачкой с крупным зерном. Начинаю работу с пазом для зажимного винта в опорной стойке. Отмечаю середину будущей прорези. Вначале я уже говорила, что специальных инструментов для профессиональной выборки древесины у меня нет, поэтому попробую сделать его при помощи банального шуруповерта и сверла в 6 мм. Самое опасное в этом моменте – это риск расколоть планку, поэтому сверлю планку с торца до середины сначала с одной стороны, а потом уже с другой. Вот такой получился у меня результат. Сейчас буду пробовать дорабатывать внутренности стамеской. В теории эта операция выглядела простой и легкой, но не тут-то было. Введя стамеску в отверстие глубже 1,5 см, стал появляться предательский хруст древесины, который вгонял меня в панику. Поэтому было решено дорабатывать отверстие старым испытанным способом – сверлом под разными углами. А все неровности уже зачистить грубой наждачкой. Работа эта, конечно же, получилась очень кропотливая, муторная, длительная, утомила меня довольно-таки значительно. Но что поделаешь, если у кого-то есть какие-то идеи, как можно сделать выборку в древесине без специальных инструментов, буду рада вашим советам. Итак, получился вот такой вот вид у прорези, по-моему, очень даже достойно.
Винт продвигается свободно. Все замечательно. Итак, по размерам. От края планки, который будет крепиться завесом к мольберту, отступаю 20 сантиметров. И сама прорезь у меня 22 сантиметра. Зажимной винт, который я здесь буду использовать, будет диаметром 6 миллиметров. Соответственно, прорезь сделала сверлом 6 миллиметров. Чтобы начать собирать мольберт, пришлось открутить среднюю планку. И на средней планке от верхнего среза я отступаю 76,5 сантиметров. И просверливаю отверстие для самореза, чтобы не расколоть древесину. Отверстие делаю симметрично с двух сторон. И с двух сторон прикручиваю планки для упора. Прикручиваю с запасом хода. Креплю упор обратно на мольберт. При помощи мебельных винтов соединяю мольберт с ножкой упором. Винты у меня марки М6 на 90. В качестве ограничителя на полочку прибиваю обыкновенный оконный штапик. Использую маленькие гвоздики, а чтобы они были еще более незаметными, откусываю от них шляпки. Гвоздик забиваю до конца, и получается вполне профессионально. Вот такая получается полочка. И вот какая у нее конструкция. Эта планка идет здесь, это здесь, а штапик закреплен вот с этой стороны. И вот таким образом она будет крепиться на мольберт. Вот так. Все детали готовы. Осталось только собрать мольберт воедино. Соединяю между собой полочки с планками, прижимами на центральной стойке, опять же мебельными винтами. И вот получается мольберт уже в собранном виде, конечный результат. Результатом я довольна, получилось просто замечательно. А если еще и учитывать то, что получилось сэкономить в цене по сравнению с ценой в художественном магазине в 6 раз, то вообще отлично. В следующем видео я покажу уже этот мольберт в деле. На этом уже мольберте была написана одна картина. Моими же руками она уже украшает стены нашего дома, так что не переключайтесь, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Также буду рада вашей обратной связи, лайкам и комментариям, это помогает расти и продвигаться каналу. Я на этом с вами прощаюсь, всем творческих успехов и до новых встреч в новых переделках.